Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 2 марта. Поговорим о праздниках в этот день, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать. Итак, друзья, все далее более подробно в этом видео. 2 марта православная церковь чтит память святителя Льва, Папы Римского, знаменитого своими трудами, мудростью и милосердием. Святитель Лев или Лев Великий оставил неизгладимый след в истории церкви благодаря своему красноречию, миролюбию и борьбе с ересью. Святитель Лев является ярким примером пастыря, который отстаивал истину веры и боролся с еретическими учениями своего времени. В 452 году он благодаря своему убедительному красноречию смог удержать Аттилу, предводителя гуннов, от разорения Рима. Его мудрые слова остановили завоевателя и заставили его отступить. А в 455 году Лев Великий смог предотвратить кровопролитие и пожары в Риме, убедив Гензериха, короля вандалов, не разрушать город. Святитель Лев также прославился своими сочинениями, в которых он тщательно объяснял и защищал православное учение о вере и богослужении. Его томы и послания до сих пор являются образцом мудрости и духовного наставления для верующего. Мощи святителя Льва хранятся в Ватиканском соборе в Риме, где они являются объектом поклонения и молитвы для многих верующих. Его жизнь и деяния напоминают нам о важности милосердия, мудрости и миролюбия в нашем мире. Обращаем ваше внимание, что у нас с вами 2 марта приходится на субботу, а согласно православных обычаев в этот день отсутствует пост. Но помимо соблюдения религиозных обрядов, важной частью христианской практики является в этот день помощь бедным, больным и нуждающимся. Поэтому, если у вас есть такое желание, обязательно это сделайте. Ну а 2 марта в народном календаре этот день занимал особое место, получив название, связанные с природными явлениями и обрядами. Этот день был известен в народе как Ярилин день, Ярила с птицей-овсянкой или просто овсянка. Птица-овсянка в народных поверьях считалась вестницей скорого прихода тепла и пробуждения природы после зимы. Ее возвращение весной означало наступление более теплых дней и начало периода роста и процветания. Поэтому именно на Ярилин день обращали внимание на первых пернатых гостей, которые возвратились из теплых краев. В дополнение к встрече птицы-овсянки 2 марта также считается временем, когда предсказывали будущий урожай. В этот день наши предки обращали внимание на природные признаки, такие как погода, состояние почвы, растений, чтобы сделать выводы о том, каким же будет грядущий сезон. Конечно же, в различных регионах могли существовать различные обряды и ритуалы, связанные с Ярилиным днем. Это могли быть молитвы за урожай, поджигание костров для того, чтобы изгнать зимушку, песни и танцы в честь прихода весны. Ярилин день олицетворяет переход от зимы к весне, от холодов к теплу и от ожидания к надежде на будущий урожай. Этот день напоминает нам о важности соединения с природой и внимания к ее знакам и циклам. В народных поверьях 2 марта считается и важным днем, когда уже можно было увидеть первый вылет бабочек-крапивниц. Этот обряд является своеобразным предзнаменованием приближения весны и окончания зимы. Встреча с этими красочными насекомыми обещает наступление тепла и скорое исчезновение снега. Бабочки-крапивницы, или как еще их называют бабочки-тряпичницы, являются одними из первых представителей фауны, которые вылетают после зимы. Их появление в начале марта символизирует пробуждение природы и наступление весны. По поверьям, если бабочки-крапивницы активны и летают, то снег скоро сойдет и придет долгожданное тепло.
В дополнение к предсказанию погоды, 2 марта также было временем серьезной подготовки к посевным работам. Мужчины проверяли и чинили сельскохозяйственные инструменты, такие как сохи и телеги, чтобы быть готовыми к началу весенних полевых работ. Это было время, когда все силы и ресурсы сосредотачивались на обеспечении успешного посева и будущего урожая. Одной из таких традиций являлось в этот день приготовление овсяного печенья в форме полумесяца или солнца, что являлось символом обновления, цикличности времени и, конечно же, приближения весны. Форма полумесяца или солнца в овсяном печенье имела глубокий символический смысл. Полумесяц, как символ ночи и тьмы, может олицетворять прошедший период зимы, в то время как солнце, которое является источником света и тепла, символизировало приближение весны и новый цикл жизни. Таким образом, форма печенья отражала желание избавления от холода и темноты и приветствия светлых и теплых времен. Приготовление овсяного печенья в форме полумесяца или солнца часто сопровождалось обрядами и традициями, которые призывали богов благословить дом и защитить его от бед. Эти обряды могли включать в себя чтение молитв, делание печенья на огне, или также в этот день старались угощать соседей, друзей, знакомых и, конечно же, семью. Также 2 марта считался благоприятным временем для знакомств и свиданий. Народные поверья нам говорят о том, что именно в этот день можно встретить свою судьбу или даже найти человека, который принесет в вашу жизнь счастье и радость. Поэтому не стоит упускать, конечно же, возможности встретить свое счастье и радость. Поэтому не стоит упускать такой возможности и открывайтесь новым знакомствам. Не оставайтесь в доме. А вот проведение генеральной уборки в доме 2 марта имело особенное значение. Это не просто была процедура или такая вот ритуал, был иной способ очистить дом от негативных энергий, которые накопились за зиму, и приготовить его к встрече с весной. Мытье полов, смена постельного белья и стирка штор помогут вам создать чистоту и комфорт, а также улучшить энергетику пространства. Проведение генеральной уборки в доме 2 марта создаст не только чистоту, но и порядок, а также поможет очиститься от негативных энергий и привлечь положительные изменения. Этот день является отличным временем для перезагрузки и обновления обстановки, что способствовать будет улучшению гармонии и благополучия в доме. Если у вас есть список задач, которые давно требуют вашего внимания, то 2 марта – это отличное время, чтобы наконец приступить к их завершению. Этот день может стать стимулом для вас, чтобы приступить к действиям и довести все начатые проекты до конца. Пользуйтесь этим днем как возможностью для продуктивности и достижения поставленных целей. Обращаем ваше внимание, если в вашем доме появились тараканы, муравьи, то стоит обратить внимание, так как это может быть предвестником болезни у одного из членов вашей семьи. Вы знаете, в старых поверьях появление таких насекомых связывали с негативными изменениями в семье или в доме. Поэтому важно принять меры для устранения этой проблемы и обеспечить здоровое и безопасное проживание в вашем доме. Кроме того, 2 марта можно использовать, чтобы обратить внимание на свое здоровье и здоровье членов обязательно вашей семьи. Этот день подходит для профилактических мер и для заботы о благополучии. Помимо физического здоровья, также важно обратить внимание на психическое состояние и эмоциональное благополучие. Также 2 марта не рекомендуется стричь волосы или делать маникюр, так как это может привести к потере денег и удачи. В этот день считается, что изменение своего внешнего облика может принести неудачи, поэтому многие люди предпочитают отложить поход к парикмахеру или мастеру маникюра на другой день. Кроме того, по многим традициям 2 марта не считается наилучшим днем для поминания усопших и посещения кладбищ. Это связано с представлением о том, что в этот день могут быть нарушена связь с загробным миром или привлечена негативная энергия. Так что каждая семья должна придерживаться своих традиций и верований в этом процессе.
Что же касательно лунного календаря, то сегодня 2 марта является обычным днем для посадки и пересадки растений. Хотя это не самый лучший день с точки зрения лунного календаря, но он также не является и самым плохим. Поэтому, если у вас есть планы по овощеводству, садоводству, вы можете без опасений уделить внимание в этот день. Кроме того, 2 марта является благоприятным временем для выполнения домашних работ, таких как стирка и шитье. В этот день нет запретов на рукоделие, и поэтому вы можете без страха взяться за свои творческие проекты. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя делать 2 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Основное, что следует избегать в этот день, это грустить и печалиться. Считается, что настроение в день Ярилы может определить тон всего года. Таким образом, встретив этот день с плохим настроением, существует вероятность провести год в таком же духе. Обращаем ваше внимание, овсянка, которая символизирует весну и обновление, играет ключевую роль в праздновании 2 марта. Поэтому еще одно, что стоит избегать, это неуважение к этому символу. Важно относиться с уважением к традициям и обрядам, связанным с этим днем, чтобы привлечь благополучие и удачу. Кроме того, в этот день не следует заниматься делами, которые могут привлечь негативную энергию или ссоры. Празднование Ярилы с овсянкой предполагает создание атмосферы радости, согласия и гармонии. Поэтому лучше избегайте конфликтных ситуаций, уделите время общению с близкими людьми в кругу семьи или друзей. Кроме того, 2 марта ни в коем случае нельзя надевать темную одежду. Вместо этого в наряде обязательно должно присутствовать что-то желтое, платочек, шапка или шарф. Этот яркий цвет символизирует радость и свет, а также привлекает удачу. Те, кто ослушается данного запрета, могут испытать трудности и неудачи, а также не смогут снять еще вещи траура некоторое время. Также не рекомендуется в этот день, 2 марта, искать птичку-овсянку в этот день, так как это может навлечь на себя неприятности. Однако, если вы увидите ее случайно, это считается знаком предстоящей удачи и радости. Поэтому, если вам посчастливится увидеть эту птичку в этот день, то примите это как добрый знак и ждите приятных событий в будущем. Одним из ключевых аспектов этого праздника является угощение овсяным печеньем. И это могут быть и овсяное печенье, могут быть булочки-овсянки. Отказ от участия в традиционном праздничном угощении может привести вас к нежелательным последствиям. Считается, что если кто-то откажется от угощения овсяными изделиями, то весна может не наступить или даже задержится. Такие действия могут привлечь неприятности и горести на протяжении года. Поэтому участие в праздничном застолье и угощении является важным элементом соблюдения обычаев этого дня. Кроме того, особое внимание уделяется сегодня молодежи в этот весенний праздник. Считается, что молодые люди должны веселиться и гулять в этот день, чтобы привлечь весну. Поэтому гуляния, веселые посиделки будут способствовать тому, чтобы весна увидела, как ее радостно встречают, и уже не могла устоять перед желанием вытеснить лютую зимушку. Проведение вечера в одиночестве в этот день не рекомендуется, так как это может нарушить гармонию и радостное настроение, характерное для празднования Ярилы. Также в этот день, 2 марта, не стоит бездельничать. По народным приметам, трудолюбивым людям ждет удача и счастье, а для лентяев может начаться период неудач и трудностей. Важно проявлять активность и настойчивость именно в своих делах, чтобы привлечь положительные изменения. Также 2 марта не рекомендуется заниматься ремонтом или починкой, даже если это кажется мелкими или незначительными работами. По народным поверьям, все, что будет починено или отремонтировано в этот день, к сожалению, не будет служить долго, а может даже принести дополнительные проблемы и неудачи. Поэтому лучше отложить подобные дела на другой день, когда риск неприятностей будет намного меньше. Один из таких еще и запретов является вынос мусора из дома в день Ярилы. По народным поверьям, если в этот день вы вынесете мусор из своего дома, то вы вынесете из своего дома благополучие, любовь и здоровье. Это считается дурным знаком и может привлечь несчастье в ваш дом. Поэтому лучше всего воздержаться от выноса мусора в этот день и подождать уже до следующего дня.
Кроме того, в этот день нельзя произносить какие-либо дурные слова, нецензурные слова. Считается, что в этот день нечистая сила может начать шалить в доме, если услышит вот такие вот слова и выражения. Из-за этого все в доме может начать рушиться. Посуда может разбиваться, вещи начнут падать из рук, а кипяток из кастрюль может случайно вылиться и могут быть ожоги. Поэтому, чтобы избежать подобных неприятностей, важно воздерживаться от использования грубой брани и держать свой язык в узде. Кроме того, в этот день, 2 марта, не стоит давать деньги в долг, не стоит давать в долг соль и хлеб. Если вы дадите в долг эти продукты, ничего в вашем огороде, считается, не уродится. Эта примета связана с тем, что такие действия могут принести неудачу и нарушить баланс в природе. Кроме того, в этот день не стоит просить в долг соль и хлеб. Если вы обратитесь с просьбой о таких продуктах, обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется обращаться за покупками овощей и фруктов на рынках или в магазине на зиму, вместо того, чтобы иметь свои запасы. Вот такой, друзья, у нас с вами день 2 марта по народным приметам, традициям и обрядам. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите «Я привлекаю изобилие», пусть Вселенная приумножит это все в вашей жизни. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.